Свежий проект на Око, сериал «Выжившие», стартует мрачно. Один из главных действующих лиц сериала едет в машине через кладбище к свежей братской могиле, чтобы закопать как можно больше людей для экономии сил и места. Но потом оказывается, что это бред сумасшедшего. В прямом смысле это больная фантазия пациента психбольницы, который вроде как реабилитировался, и его выписывают из медучреждения. Следующий главный персонаж — это учительница русского языка и литературы начальных классов, где на рабочем месте, то есть в классе, ведет диктант и попутно общается. И знаете, я в своей жизни встречал и общался с разными девушками, но подобной ситуации у меня никогда не возникало, в том смысле, что эта учительница из сериала, она ведет диктант и просит мужчин из переписки похвастаться телом и членом. Кому-то может показаться, что действия происходят в параллельной вселенной, где не ты кидаешь всем подряд фотки члена, а тебя просят их прислать. Я, наверное, лет до 20 в подобное не поверил бы, но за прожитые годы жизни со мной случились настолько, так скажем, киношные ситуации, что поделись я ими с кем-то, никто бы в это не поверил, но для меня самое важное то, что я знаю, что это было. Так и тут, в реальность происходящего, я, например, не сомневаюсь и поверить могу. Тем более, потом оказывается, что эта учительница, она очень херово живет, но она молода, ей хочется жизни получше, хотя бы эпизодически, поэтому она сразу хочет знать, с каким членом проведет вечер, а перед этим еще и покушать в ресторане. Я курицу пожарил. Я тебя поздравляю. Сядем, поужинаем. Нет, спасибо, я думаю, что меня покормят, прежде чем выпить. Как говорится, и рыбку съесть, и нахуй сесть. Дальше вводят персонажа Артура Смолянинова. Он воевал в Сирии, вернулся на родину в поисках работы. И желательно такой, чтобы сидеть и ничего не делать, так как на Ближнем Востоке он задолбался бегать и охранять нефтяные вышки. И последняя пара персонажей — это бывшая жена этого сирийского чоповца и его дочь. Все персонажи сериала живут в маленьком провинциальном городке в Челябинской области, который охватывает эпидемия страшного вируса, смертельного, где люди сначала продолжительное время кашляют, потом кашляют кровью и падают замертво. За очень короткий промежуток времени вирус скашивает практически весь город, и с перечисленными ранее персонажами в живых остается небольшая горстка жителей городка. И, казалось бы, подобная трагедия должна была бы сплотить людей, но ничего подобного. Каждый сам за себя и у себя на уме. И, скорее всего, дальнейшие события будут развиваться в стиле «человек человеку волк». Сериал «Выживший», он хорош. Тут очень отлично прописаны диалоги. Они приближены к действительности, поэтому персонажи не деревянные, окажутся более живыми. А с хорошей актерской игрой этот эффект усиливается. Сериал в жанре фантастика, триллер, драма, где атмосфера гнетет и веет безнадегой, что опять же положительно влияет на правдоподобность всего происходящего. Но несмотря на бедствие и всю серьезность событий, без юмора никуда, и проскакивают хорошие шутки, обычно это черный юмор. В «Выживших» текут реки крови, горы трупов, отовсюду по ситуации звучит матерная брань. Замыленные фотки членов могли бы и не мылить, тем более у вас метка 18+ стоит, а также сериал порадует голыми сиськами, но пока только одной героини, Валентины Лукащук. И знаете, несмотря на то все положительное, что тут есть, в целом сериал он больше хорош, чем плох, и очень смотрибелен. Но из-за засилия фильмов и сериалов про вирусы и мутации, которые я посмотрел в последнее время очень много, и которые последние года 2 гонят на экран, да, желания у меня смотреть не сильно много. Я посмотрел и «Утопию», и «Штамм», и «Эпидемию», и 70 частей «Обителя зла» с Милой Йовович, и еще кучу других, названия которых я уже не вспомню. Эти сериалы выходят, чтобы вы боялись и бежали чипироваться вакциной, чтобы я, Бельзевуль Гейтс, мог майнить биткоины через ваши мозговые волны по Wi-Fi. Кто-то считает, что наоборот, обстановка в стране и в мире касательно вируса и успех эпидемии подстегнут к просмотру «Выживших». Но у меня лично большой перегруз с этой вирусной тематикой, постоянные волны заболеваний, бесполезные локдауны и не затыкающиеся СМИ на эту тему о вирусе как-то отбивают желание смотреть подобные проекты. Сериал «Выживший», он очень хорош с разных ракурсов. Возможно, я вернусь к нему как-то время спустя, когда все в нашем реальном мире с реальным вирусом пройдет и утихнет, и я отдохну от всего этого. А на этом все. Спасибо за просмотр. До встречи. Пока.